В мае 2021 года организацией «Репортеры без границ» Беларусь признается самой опасной для журналистов страной Европы. По данным Белорусской ассоциации журналистов, только за 1 год после окончания выборов произошло 497 задержаний журналистов, 68 фактов насилия и ранений, 119 административных арестов, 29 представителей медиа находились в неволе, более 50 представителей медиа под уголовным преследованием, 135 обысков и осмотров у журналистов и в редакциях. Заблокирован доступ к более 100 общественно-политическим сайтам и медиа. 10 изданий были вынуждены прекратить выпуск. Привет, друзья! Меня зовут Матвей, я из Байпол. Наша команда продолжает рассказывать о преступниках режима Лукашенко. Обычно мы останавливаем свой взгляд на представителях так называемой правоохранительной системы и силового блока, верных псах диктатора. Но сегодня в нашем очередном расследовании мы расскажем вам о тех, кто толкает палачей и карателей на пытки, издевательства и убийства политических оппонентов режима и мирных граждан Беларуси. О тех, работа которых заключается в том, чтобы лить помои и грязь на людей, неугодных режиму, разжигать ненависть. О тех, кто помог диктатору украсть наше вчера, наше сегодня и пытается украсть наше завтра. Понятие «пропаганда» в переводе с латинского обозначает буквально «подлежащее распространению» и подразумевает распространение фактов, аргументов, слухов и других сведений, в том числе заведомо ложных, для воздействия на общественное мнение. Фактически навязывая людям те или иные убеждения по принципу «цель оправдывает средства». Пропаганда является одним из основных средств политической манипуляции. И для современной Беларуси это, увы, не теория, а повсеместная реальность, начиная буквально от детского сада и заканчивая рабочим местом на предприятии или койке в доме престарелых. Густо приправленная тотальной цензурой и всевозможными запретами на альтернативную информацию, а также на выражение собственного мнения, пропаганда лукашенковского разлива тянет белорусское общество на дно гражданского и национального анабиоза и самозабвения. Пропаганда в современной Беларуси берет свое начало в далеком 1994 году, когда на единственных в нашей стране честных и свободных президентских выборах победил молодой и никому тогда еще толком незнакомый директор убыточного совхоза «Городец». Хотя имя этого наглого невоспитанного колхозного задиры, собственноручно избивавшего работников своего же коллектива, тогда звучало буквально из каждого утюга. Вы знаете, средства массовой информации должны быть различными. Пусть будет и государственным, пусть будет не государственным. Но то, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит? Вранье идет, сплошное вранье. Я убедился, что телевидение надо иметь и негосударственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать это. Как и любой профессиональный лжец, Лукашенко тонко чувствовал слабые стороны людей. Он виртуозно манипулировал их страхами, уводя аудиторию от необходимости самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность, выбирать свое будущее, одним словом, жить. Вместо этого он обещал построить счастливое, патерналистическое прошлое, в которое и ведет народ вот уже 27 лет. Манера поведения Лукашенко полностью соответствовал тогда и соответствует сейчас известному пропагандистскому приему, называющемуся «большой ложью». Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыв любой факт. Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Спасибо. Отрицая существование объективной действительности, но учитывать действительность, которую отрицаешь. Все было хорошо до тех пор, пока независимые СМИ не начали создавать угрозу власти Лукашенко, освещать его просчеты в экономике и политике. Экономика. Все не так просто. Что-то с математикой у вас не очень. Его перлы о стихах Василя Быкова, высказывания о Франциске Питерском. Я же историк. Вы знаете, я историк. Глубоко был погружен в изучение истории. О яйцах и сахаре, о том, что он не поведет народ Беларуси за цивилизованным миром, открыли истинное лицо низкообразованного, лживого,
властелюбивого и жестокого хама. Для сохранения и укрепления своей власти из многих инструментов Лукашенко выбрал в том числе цензуру и пропаганду. Чем безграмотней и провальней действовала власть, чем больше наносила ущерб экономике и независимости страны, тем становились жестче цензура и агрессивная пропаганда. На определенном этапе гражданам начали внушать мысль о том, что любые действия диктатора являются безоговорочно правильными, а всякая критика его политическими оппонентами – не что иное, как происки западных спецслужб. Параллельно с этим создается образ защитника государства от мифических угроз, образ батьки, как спасителя и основателя белорусского государства. Лукашенко отождествляется госпропагандой с самим государством, а служение белорусскому государству подменяется служением Лукашенко. С этого момента многие силовики начинают служить не народу Беларуси, а именно диктатору. Президента есть кому защитить. Мы вместе, и мы постоим за его и его семью. Говоря проще, вы знаете, что будет, если хотя бы один волос упадет с головы президента, либо членов его семьи. Вот имейте в виду, если со мной что-то случится, вот они пусть и отвечают. И Кубраков, и Тертель, и Хренин. Я их воспитал, я их вырастил. Это мои дети. Врагом государства становится любой гражданин, чье мнение отличается от мнения агрофюрера. Главная цель террора – белорусская интеллигенция. Основной нарратив – движение в советское прошлое. И именно с этой целью обновляется и навязывается белорусскому государству советские символы. Пропаганда стирает и уничтожает все, что несет историческую память о белорусах, их национальные символы, культуру, историю, язык. Навешиваются ярлыки, разжигается социальная вражда, искусственно обостряется противоречие между гражданами. Наступает момент, когда пропагандисты уже не скрывают ничего и открыто с экранов телевизоров говорят о том, что в стране диктатура, и они будут служить только ей. Я за сильную центральную власть. Если хотите, за диктатуру, а не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия. Но я, как всегда, о фактах. Выводы за вами. Показателен результат такой пропаганды. В августе 20-го необразованные малпы с дубинками во время протестов помечают специальными знаками одежду и избивают с особой ненавистью, жестокостью и зверством людей, говорящих на языке титульной нации. Особыми целями так называемых силовиков из личной псарни Лукашеску стали корреспонденты независимой прессы. Так, например, 10 августа 2020 года преступники в погонах стреляют в упор в обозначенную синим жилетом с надписью «Пресса» журналистку Наталью Лубневскую. Таким образом, с самого начала своего правления так называемым гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина, всеми возможными способами попирается основной закон государства – Конституция. В нарушении статьи 4 в республике навязывается идеология правящей колхозной секты в качестве государственной. В нарушении статьи 33 упраздняется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение, производится монополизация СМИ и вводится цензура. В нарушение статьи 34 граждане Беларуси лишаются права на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни. А сейчас пришло время поговорить о людях, которые согласились взять на себя роль коллективного Геббельса. Кто же они? Абсолютно точно и красочно этот тип людей описал в своем романе «Скотный двор» Джордж Оруэлл. Цитирую. Из них самым приметным был жирный подсвинок по имени Стукач, кругломордый, юркий, с бегающими глазками и визгливым голосом. Оратор он был, каких мало. Когда ему требовалось доказать что-нибудь труднодоказуемое, у него была манера вертеться вьюном, крутить хвостиком, и это почему-то убеждало. О Стукаче говорили, что ему ничего не стоит выдать черное за белое. Сегодняшнее поколение пропагандистов никогда не выделялось в журналистской среде. Оно неожиданно всплыло. Всплыло, как всплывали в нужный момент для вертикали власти низкообразованные, высокомотивированные исполнители и халуи. Когда трон диктатора зашатался, в обмен на гарантии полной свободы от ответственности потребовались абсолютно беспринципные, аморальные, циничные и грязные рты, способные с каждым словом выплевывать порции концентрированного яда. И такие подонки нашлись. Абсолютно посредственные журналисты
смогли вознестись наверх в социальном лифте под названием «пропаганда». И именно в период нарастания и активной фазы протестов и чудовищных по масштабам репрессий. Это Ксения Лебедева, Григорий Разоренок, Юлия Артюх, Игорь Тур и другие. Так, например, YouTube-канал Ксении Лебедевой был зарегистрирован 29 ноября 2020 года. С этого момента начинается активная грязная деятельность данной пропагандессы. Заслуги, простите за выражение, пропагандонов не остались незамеченными со стороны агрофюрера. Практически одновременно в 2021 году диктатор пометил всех их наградами. Ксению Лебедеву благодарностью недопрезидента Республики Беларусь. Игоря Тура медалью Франциска Скорыны. Вот уж Скорына в гробу перевернулся. И, конечно, смачным плевком в сторону ветеранов войны и воинов-интернационалистов стало обесценивание боевой награды – медали за отвагу, врученной за мастерское владение языком Григорию Озаренку. Заслуги пропагандистов были отмечены, в кавычках, конечно, и за рубежом. За систематическое оскорбление Украины и украинского народа Озаренок и Артюх практически одновременно весной 2021 года попадают в базу данных «Миротворец» по целому ряду эпизодов. Именно эти глашатые режима наиболее губительны для белорусского общества. И пусть аудитория хулуев режима с каждым днем тает, их это не смущает. Главное для них – услужить своему единственному настоящему зрителю, угадать настроение и желание агрофюрера, озвучить его мысли. К сведению, именно сами высказывания пропагандистов, а не комментарии, оставленные под ними озлобленными гражданами, и подпадают под целый букет уголовных статей. Также будет раздавлена Литва. Похоже, не захотело шпротское начальство услышать президента Беларуси. Только вот не было еще такого, чтобы не сбылось то, что предрекал наш президент. И не желая пускать вагоны с калием, вы пригласили к себе белазы, которые проедутся по дворцам евроатлантического жулья, унижающего литовский народ. Статья 123. Пропаганда войны до 3 лет лишения свободы. Так вот, свиньи, во-первых, не смейте марать это слово. Вы родину предали, продали за копейки. Вы хотели подложить ее под похабный и мерзкий Запад. Нет у вас родины, вы космополиты, вы иуды, вы здрадники. А потому вы не имеете права даже рот раскрывать свой в сторону Беларуси. Да какие вы вообще люди? Фотографировать свое филе и показывать по всем каналам, на каждой встрече с любым писакой унижать свою собственную страну, еще и санкции просить. Статья 189. Оскорбление. До 3 лет ограничения свободы. Поэтому с ними никто не церемонился. И, кстати, теперь так будет всегда. Приехали. Для чего? Завести вот. Статья 128. Преступление против безопасности человечества. Лишение свободы на срок от 7 до 25 лет. Или пожизненное заключение. Или смертная казнь. Байпол напоминает, состояние государства иногда не до законов, рано или поздно закончится. И каждому опричнику Лукашенко придется ответить по всей строгости закона не только за свои действия, но и за свои слова. На самом деле, костяк госпропаганды, несмотря на столько лет ее существования, не насчитывает даже сотни особей. Нести откровенную чушь с телеэкранов готовы немногие. Итак, записывайте. В соответствии со статьей 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь, действия этих людей квалифицируются как соучастие в преступлении – подстрекательство. В соответствии с ней эти люди должны понести такую же уголовную ответственность, что и исполнители преступлений против граждан Республики Беларусь. Часть костяка пропагандистов сегодня в строю диктатора находится достаточно условно. Например, Зимовский, Озаренок-старший, Прокопов, Мартыненко, Новиков. Это, так сказать, отцы белорусской пропаганды. Тот же Гроеров до сих пор является лицом канала ОНТ и программы «Контуры». Самое смешное в истории с ним то, что такой преданный пес режима, служивший хозяину верой и правдой многие годы, так и не смог подняться по карьерной лестнице выше и при этом находится на постоянном контроле у спецслужб. Да? Алло, привет, дорогой. Здорово, братулек. Как ты живешь, здоров? Да потихоньку начинаем из жопы вылазить. Там что такой движняк минимальный уже пошел. Чуть-чуть полегче становится. То есть уже видно просвет в анальном отверстии? Ну, типа того, да. Даже там бывает просвет, врат. Ясно, дружище. Слушай, как ты там насчет анального вот этого просвета? Да, значит, Георгиевич, ну, как быстро вообще, ну, надо? Тут вопрос так. Либо я подпрыгиваю, чтобы
быстренько отдать, либо у тебя есть какое-то комфортное там время подождать чуть-чуть. Херня в том, что я бы не звонил, если бы было комфортно. Если можешь подпрыгнуть, то буду тебе признателен. Все, родной, подпрыгну. Дай мне пару дней. Хорошо, дорогой, давай. Давай. Спасибо тебе большое. Давай, Георгиевич. Кстати, физическое состояние Юрия Георгиевича находится примерно в том же положении, что и материальное. Но это и понятно, ведь работа сложная – обманывать целую страну. Но в остальном голос парадов и контуров очень удивил. Не все ладно и у еще одной одиозной пропагандистки режима – Ксении Лебедевой, еще не так давно носившей фамилию Рачкова, а затем Альхам, а затем вновь Рачкова, а затем вновь Лебедева. Уроженка славного города Могилева, которая, по ее собственному утверждению, не является самой прилежной мусульманкой. Да, у нее есть история о том, как она изначально приняла ислам, а затем вышла из него. Что интересно, гражданка Лебедева, ранее Рачкова, в 2009-2010 годах попала на милицейские радары и, как оказалось, является мошенницей. Да, вы не ослышались, мошенницей. Приводим текст милицейской сводки. Всего таких заявлений на гражданку Лебедеву на тот момент Рачкову поступило более 10. Уже будучи журналистом, Лебедева почему-то не понравилась Чемодановой, той самой бывшей пресс-секретаршей МВД. И та попросту не давала пропагандистке работать с карателями напрямую. Так и Балабе приходилось звонить, чтобы тот обеспечил ее охрану на акциях протестов. Казалось, чего бояться, если ты говоришь правду? Или это другое? Да. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит Лебедева Ксения, БТ. Да, Ксения, здравствуйте. Мне сказали, что завтра ваши бойцы будут нас сопровождать. Конечно. Хорошо, а адреса будут у вас или мне нужно будет уточнить? Как там этот процесс? Куда вам нужно, чтобы вас сопровождали? Куда нужно, туда и сопроводят. Не проблема. Ясно, я поняла. Хорошо, а как нам тогда с ними состыковаться нужно будет? Я услышал, во сколько они вам нужны. Я думаю, что ближе к обеду где-то, с 13-14, вот так, в это время. Точно не могу сказать, потому что мы завтра будем ехать из Бреста. Вот как с дорогой будет. Ксения, я понял, вы будете где-то на улице работать? Ну, я имею в виду в помещениях, на улице, где вас нужно скорее всего, в помещениях. В помещениях, в деловом стиле, в костюмах. Ну, мне же надо понимать тоже, во что люди должны быть одеты. Не костюм, просто гражданка обычная. Ага. Хорошо, без вопросов. Давайте так, мы ближе к вечеру тогда после 18 у вас будут уже скорректированные планы, выйдем на связь и все решим. Давайте, договорились. Договорились. Я наберу вас. Я жду вашего звонка на связи. Не за что, все нормально. Так работает репрессивный аппарат лукашенковской хунты. Пропагандистам охрана, журналистам резиновые пули. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Алло. Да. А мне вот сказали, что вы хотите со мной побеседовать, пообщаться. Да, хочу. Я вот, если честно, не рискую вам напрямую звонить, зная отношения. Вы боитесь, что я кусаюсь? Нет, я вас на самом деле не боюсь, потому что, как-то с Чемодановым у нас на самом деле не заладилось. Я так поняла, что лучше всего все это делать через нее. И по регламенту, скажем так, чтобы не было потом вопросов. С кем не заладилось? С Ольгой Николаевной чуть-чуть. Вот, поэтому я как-то не хочу нарушать регламент. Не знаю, вроде бы все как бы. Я просто хотел уточниться у вас, когда бы вы хотели пообщаться, каким образом. Не, в любом случае одобрение руководства нужно, и она ведет это направление, потому что вы же понимаете, политическая ситуация меняется, нюансы, различные вопросы и так далее. Конечно же, руководство должно быть в курсе о любом общении. Да, просто вопрос в том, что иногда, когда разговариваешь напрямую, договариваешься, это просто сокращает путь, но это быстрее. Но тем более мы же не просто так госсми, поэтому, в общем, здесь везде свои моменты есть, поэтому уже, коль все так, понятно, значит так. Вопросов нет. Каждый знает, что сотрудники так называемых правоохранительных органов всегда должны при себе иметь нагрудные видеорегистраторы – дозоры.
Видео в этих регистраторах фактически имеет гриф для служебного пользования. И именно оно демонстрируется нами в видео «Герои в балаклавах». Но разве может что-либо остановить пропагандиста с целого государственного СМИ? Куда уж тут до каких-то там законов. Или хотя бы выполнения формальностей в виде письменного запроса от имени руководителя Белтелерадиокомпаний. Если партия сказала «надо», пропагандисты и каратели отвечают «есть». Да, Ксения, алло. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здрасте. Ну, мы вот только что отработали с ребятами. Они там писали кое-что на видеорегистратор. Хотела вас спросить, можем ли мы это видео себе слить? На видеорегистратор? Если надо. А там какие-то... Ну, там ситуация такая получилась, что я пошла просто в квартиру разговаривать, потому что камеру не пустили, звук писали, а потом просто на выходе видеорегистратор зафиксировал, что вот была беседа, мы вышли, ну вот такой момент. Там ничего такого нет. Такого нет. Хорошо, без проблем. Пускай ребята со мной свяжутся, я им задачу поставлю, чтобы отдали эту информацию. А сейчас небольшой сюрприз для пропагандистов. Думаете, вас ненавидят и презирают лишь обычные граждане, в которых вы видите своих врагов? Как бы не так, даже те, кто с вами в одной упряжке служит диктатору, какого-либо уважения к вам не испытывают. Вот, например, давайте послушаем, что думает любовница упомянутого выше ОМОНовца Балабы про еще одну одиозную пропагандистку Людмилу Гладкую. Он мне объясняет, что у других материал эксклюзивный, лучше, чем у нас, нашего плана материал, но он у них почему-то, как у Гладкой, блин, тоже бесит меня страшно. Она была какой-то материал? А что за Гладкий? Кто это? Я батька или кто? Гладкая, Людмила Гладкая, СБ Беларусь сегодня, Леша. СБ, это нужно корреспондент СБ. Она была у меня, я тебе расскажу сейчас маленькую историю интересную. Мы когда ездили к областникам на день отряда, я ее взяла тоже с собой, но она была раньше в моей команде. Я ее взяла с собой, она все время со мной на машине на моей ездила, ну короче, не суть. Я ее, и за это она тоже, получается, брала материал и публиковала, и все мои акции она публиковала у себя в Советской Беларуси. Короче, получается как, она приехала к областникам, и ее вызывают, я ее тоже представила к награждению, ей тоже выписали благодарность, и ее вызывают. Типа Людмила Гладкая. А это было как раз после новогоднего корпоратива. А она стоит, не шелохнется. А я стою на сцене. Опять, Людмила Гладкая. Она такая говорит, ой, это я. Ну ничего. И на весь зал сидят бойцы. Она на весь зал заявляет, Леш, ты только не падай. Я сегодня всю ночь танцевала с Балабой, поэтому я могу и прослушать. Типа, что вы тут областники, я всю ночь с Балабой танцевала. А зачем вообще это говорить? Я стояла там, Леша. У меня был, ну ты видел, да, я сбрасывала в канал, какой я дарила им подарок. Там был такой кристалл, и внутри написано ко дню отряда, десятилетие, тра-та-та. Я хотела взять этот кристалл, он у меня в руках был, просто запустить ей в голову, чтобы посмотреть, есть там мозг вообще или нет. Я говорю, да она конченая, прости меня, Леша, просто по-другому... Да не, мы же свои люди, Оля, можешь говорить что угодно, мы же свои. Я не ругаюсь матом, но она просто конченая, потому что по-другому никак не скажешь. Как видим, мир пропагандистов не блещет ни духовностью, ни культурой, ни умом. Пока спецслужбы собирают на них компромат, присмыкающиеся и членистоногие этого серпентария постоянно сражаются друг с другом за теплое место для того, чтобы погреться в лучах своего совхозного полубожества. Каким образом мы можем с вами противостоять лжи, лицемерию и ненависти пропагандистов-диктатора? Ответ очевиден. Мы должны держаться правды и друг за друга. Байпол продолжит раскрывать всю подноготную приспешников режима Лукашенко. Никто не спрячется, никто не уйдет от ответственности за свои преступления против белорусского народа. Правда заключается в том, что победить диктатуру и вернуть в страну закон и справедливость, взаимное уважение и возможность жить нормальной жизнью можем и должны только мы сами. Санкции и международное давление, а также ошибки режима лишь приближают день нашей победы. Но последние и решающие слова исключительно за нами, белорусами. Активнее отзывайтесь на оповещения, рассылаемые в рамках плана «Перемога» от оригинального чат-бота. Если вы еще не записались в чат-бот или боитесь регистрации, пишите по нашим прямым контактам. Байпол гарантирует анонимность и вашу безопасность. Мы начнем совместную работу и вместе не дадим вступить в войну диктатору.
Вместе мы победим! Живе Беларусь!